Эмма шла по оживленной городской улице, когда краем глаза заметила бездомного ребенка, забившегося в угол. Что-то во внешности девочки задело ее за живое. Она не могла отделаться от странного сходства девочки с ее собственной дочерью Рэйчел, которая пропала много лет назад. Эмма едва не тряслась при виде юной бездомной девочки, но сама девочка, казалось, понятия не имела, кто такая Эмма и что происходит. Она на мгновение встретилась с ней взглядом, протягивая чашку для подаяний. Но когда Эмма не смогла дотянуться до своего кошелька, маленькая девочка быстро переключила свое внимание на других проходящих мимо людей. Единственное, что пришло Эмме в голову, это то, что этого просто не могло быть правдой. Чем дольше она смотрела, тем больше эта девушка становилась поразительно похожа на ее дочь Рэйчел, пропавшую много лет назад. Конечно, ее первой мыслью было, что это действительно может быть Рэйчел. Но тогда почему она не узнала свою мать? И потом было кое-что еще. Эта девочка была очень похожа на Рэйчел, которую она знала и любила. Но она выглядела почти ровесницей, только гораздо более растрепанной. Как такое могло быть, если это действительно была Рэйчел? Эмме нужно было узнать больше, но как бы она вообще подошла к этому вопросу? Просто подойдите к этому маленькому ребенку и спросите, не ее ли это дочь Рэйчел, которая пропала 3 года назад. С того самого дня жизнь Эммы уже никогда не была прежней. Она была матерью-одиночкой, со своей единственной дочерью Рэйчел, и эта маленькая девочка с самого рождения занимала центральное место в ее жизни. Однажды утром Эмма проснулась и обнаружила, что ее дочь пропала. Никаких следов взлома, никаких признаков того, что она сбежала. Ничего. Как будто маленькая девочка просто растворилась в воздухе. Это был худший ночной кошмар Эммы, ставший явью. С того дня Эмма делала все, что было в ее силах, чтобы вернуть свою дочь. Она, конечно же, сразу же позвонила в полицию, когда Рэйчел пропала в первый раз, и они искали ее повсюду, но безуспешно. После того, как полиция сдалась, она организовала поисковые группы, распространяла информацию и делала все, что могла, чтобы найти свою дочь. Но после 2 лет попыток у нее так ничего и не получилось. Это был момент, когда Эмме пришлось смириться с тем, что она больше никогда не увидит свою дочь, и попытаться жить дальше в одиночку. Это, вероятно, было самой трудной частью всего, поскольку она посвятила свою жизнь Рэйчел. Она пыталась, но даже до сих пор она все еще боролась и была близка к тому, чтобы сдаться. Но встреча с этой девушкой снова что-то зажгла в Эмме. Ей нужно было узнать правду о ней. Чем больше Эмма думала об этом, тем меньше ей казалось, что у нее есть какие-то другие варианты, кроме как просто поговорить с ней. Она не собиралась уходить отсюда, пока не узнает наверняка, ее это дочь или нет. И вот, все еще сильно нервничая, Эмма сделала пару шагов к девочке и села рядом с ней. Это, конечно, очень смутило девочку, и она ничего не сказала Эмме. Она просто молча смотрела на нее. Эмма сделала пару глубоких вдохов, чтобы взять себя в руки. Затем она начала с того, что сказала девочке, что не хотела ее пугать, и что это может показаться безумием, но она выглядела точно так же, как ее дочь, которая пропала много лет назад. Девочка просто посмотрела на Эмму, как на сумасшедшую. Затем Эмма спросила, не Рэйчел ли ее случайно, но девушка просто отрицательно покачала головой. Эмма чувствовала себя невероятно смущенной всем этим испытанием. Очевидно, она совершила ошибку и горячо извинилась перед девушкой. Эмма полезла в свою сумку и достала $20, чтобы подарить девушке в качестве компенсации. Девочка просто смотрела на деньги в своей руке, пытаясь осознать, что только что произошло. Она все еще не произнесла ни слова, но собиралась сказать что-то невероятное. Эмма еще раз извинилась и встала, чтобы уйти и продолжить свой рабочий день. Но, честно говоря, она просто хотела пойти домой прямо сейчас. Эти несколько минут были для нее такими эмоциональными американскими горками, и она действительно чувствовала, что ей нужен перерыв. Но тут бездомная девочка внезапно встала и прокричала что-то в сторону Эммы, что немедленно заставило ее остановиться как вкопанную. «Мамочка!»
Эти слова словно кинжалы пронзили сердце Эммы. Этого не могло быть. Она обернулась и увидела, что девочка бежит в ее сторону с распростертыми руками, готовая обнять ее. Эмма не оставалось ничего другого, как обнять ее в ответ, но она не понимала, откуда это у нее взялось. Неужели эта девушка внезапно осознала, что на самом деле знает ее? Она хотела услышать все, что скажет маленькая девочка. Она хотела знать, через что ей пришлось пройти за последние 3 года, почему она вообще исчезла и как она оказалась на улице, и все, что было между этими моментами. Но сначала она хотела отвезти Рэйчел домой. Эмма с сердцем, переполненным бурной смесью надежды и дурных предчувствий, привела девочку домой, наблюдая за каждым ее движением и реакцией, молча молясь, чтобы это стало концом ее кошмара. Эмма двигалась по дому почти механически, готовя комнату для девочки. Она наполнила ее удобствами, мягким одеялом, несколькими мягкими игрушками и зверушками, и каждый предмет был тихим эхом собственной комнаты Рэйчел. В каждую книгу, аккуратно расставленную на полке, и в каждую куклу, аккуратно разложенную на кровати, Эмма вкладывала свою тоску и любовь, надеясь, что этот ребенок почувствует себя таким же любимым и защищенным, как когда-то Рэйчел. Она стояла в дверном проеме, наблюдая, как девочка осваивает свое новое пространство, и в душе безмолвно молила, чтобы все было правильно. День прошел в нежном танце заботы. Эмма обеспечивала ее едой, одеждой и нежным вниманием. Она наблюдала за девочкой, отмечая каждую реакцию, каждое выражение лица, надеясь уловить в них черты Рэйчел. В каждой ложке супа и в каждом сложенном свитере чувствовалась забота Эммы. Ее глаза, всегда наблюдательные, стремились понять девушку, которая, возможно, была ее дочерью, и установить с ней связь. Каждое слово, произнесенное Эммой, было нежным шагом к пониманию. Каждая улыбка, которой они обменялись, была кирпичиком в фундаменте, который они восстанавливали. Ее сердце, отягощенное прошлым и светлое от возможностей, билось в осторожном ритме надежды. Когда наступила ночь, и в доме воцарилась тишина, Эмма наблюдала за спящей девочкой. Безмолвный страж, преисполненный надежды и затаенного страха. Она наблюдала, как поднимается и опускается грудь ребенка, прислушивалась к тихому, ровному дыханию и позволила себе хотя бы на мгновение поверить, что годы ее мучений наконец закончились. В тихой темноте, под тихий звук дыхания девочки, наполнявшей комнату, Эмма позволила себе помечтать о том, что она наконец-то нашла свою потерянную дочь. Эмма, обладавшая мягким голосом и вежливыми манерами, начала разговор, стремясь разговорить девочку и восстановить с ней связь. Она спросила, что ей нравится, как прошел день и не показалось ли что-нибудь знакомым. Девочка, однако, в основном молчала, лишь коротко кидая или пожимая плечами, сохраняя дистанцию, которую Эмма так хотела преодолеть. Каждая попытка завязать диалог была изящным танцем, в котором Эмма мягко вела за собой, надеясь, что девочка в конце концов последует за ней. Вместе они проводили минуты молчания, тихой дружеской беседы в гостиной или в парке. Эмма уважала потребность девочки в пространстве и времени, сидела рядом с книгой или вязала, предлагая подарки без давления. В этой тишине Эмма надеялась на прорыв, на знак того, что девочка начинает ощущать себя в безопасности, как дома, вспоминать. Эмма поделилась историями из детства Рэйчел, ее первыми шагами, любимыми играми и забавными мелочами, которые она обычно рассказывала. Она внимательно следила за лицом девочки, пытаясь уловить хоть малейший проблеск узнавания или эмоций. Когда девочка погрузилась в сон, Эмма прошептала ей «спокойной ночи», преисполненная той же стойкой веры, которая руководила каждым ее шагом с того дня, как она нашла этого ребенка,
который, возможно, был ее Рэйчел. Шли дни, и Эмма заметила небольшие странности в поведении девочки. Она не смеялась над некоторыми шутками, которые Рэйчел сочла бы забавными, или слегка отшатывалась от блюд, которые Рэйчел любила. Эти моменты вызвали в сердце Эммы легкую тревогу, но она быстро отмахнулась от них, объясняя разницу травмой и потрясениями, с которыми, должно быть, столкнулась девочка. Она сказала себе, что такие перемены были естественными, даже неизбежными, после всего, через что прошла девочка. Лежа ночью без сна, Эмма лихорадочно размышляла о своих воспоминаниях. Была ли ее тоска по Рэйчел настолько сильной, что это затуманивало ее рассудок? По мере того, как росли противоречия, росла и та часть Эммы, которая отказывалась признавать их. Она придумывала сложные объяснения для каждой непривычной реакции, для каждой странной привычки. Это отрицание стало ее щитом, защищавшим ее от правды, которая была слишком болезненной, чтобы ее воспринимать. Она убедила себя, что эти различия объясняются просто тем, что Рэйчел приспосабливается после долгих лет трудностей. Эмме было легче смириться с этими изменениями, чем сомневаться в личности девочки, которую она привела в свой дом. Эмма вовлекла девочку в свою повседневную жизнь, вовлекая ее в такие занятия, как приготовление пищи и садоводство. Вместе они замешивали тесто для хлеба и сажали семена в саду, заботливо ухаживая за ними. Эти занятия создавали приятный ритм их жизни, структуру, в которой они оба могли найти свое место. Для Эммы каждое совместное задание было нитью, которая сближала их, создавая атмосферу обыденности и единения. Каждый день приносил маленькие победы, которыми Эмма дорожила как драгоценными камнями. Когда в доме впервые раздался звонкий смех девочки, сердце Эммы воспарило. Она верила, что это был знак их растущей связи, подтверждение того, что девочка осваивается, выздоравливает. Эмма чувствовала это потому, как девочка смотрела на нее, по смягчению ее некогда настороженного взгляда, по уюту их молчаливого взаимопонимания. Казалось, они действительно становились семьей. Их отношения расцветали, как цветы в их саду. Эмма решила погулять с девочкой в парке, надеясь, что смена обстановки еще больше укрепит их связь. Они шли, держась за руки, и смех девочки смешивался со звуками игры других детей. Эмма наблюдала за ее игрой с переполненным сердцем, наслаждаясь тем, что казалось ей типичной прогулкой матери и дочери, нормальной жизнью, о которой она мечтала с тех пор, как Рэйчел исчезла. Первоначальное возбуждение Эммы постепенно сменилось нарастающим беспокойством по мере того, как в рассказе и поведении девочки появлялось все больше несоответствий. Она заметила неуверенные ответы девочки на вопросы о ее прошлом, ее дискомфорт из-за некоторых вещей, которые должны были быть знакомыми, и ее необъяснимое знание вещей, о которых Рэйчел никогда не знала. Эти тревожные осознания начали портить прекрасную картину, которую Эмма рисовала в своем воображении, внося диссонанс, который становилось все труднее игнорировать. В ночной тишине, когда мир погрузился в сон, Эмма обнаружила, что не спит, а ее разум терзают сомнения. Несоответствия, которые когда-то были всего лишь крошечными трещинками в ее надежде, стали слишком значительными, чтобы их игнорировать. Она прокручивала в голове моменты и разговоры, и каждый из них усиливал растущее беспокойство в ее сердце. Закравшееся сомнение было тенью, омрачавшей радость, которую она испытывала, превращая ее в вопрос, эхом отдававшийся в ночной тишине. Полная решимости обрести ясность среди хаоса своих эмоций, Эмма обратилась к старым фотографиям и видеозаписям Рэйчел, ища ответы в запечатленных воспоминаниях. Она внимательно изучала каждое изображение, каждый клип, сравнивая манеры девочки, ее улыбку, глаза с манерами ребенка, стоящего перед ней.
Она искала неоспоримые доказательства, что-то, что подтвердило бы или развеяло сомнения, которые укоренились в ее сознании. Что-то, что помогло бы ей справиться с душевным смятением. Эмма разрывалась на части, внутри нее бушевала битва. Надежды и сомнения давили на нее с противоположных сторон, требуя, чтобы ее услышали. Она боялась, что ее желание вернуть Рэйчел заслоняет от нее правду, окрашивая ее восприятие слишком сильным предубеждением, которое невозможно преодолеть. Конфликт вызвал бурю в ее сердце, бурное столкновение эмоций, из-за которого она чувствовала себя потерянной, не зная, чему верить и куда обратиться. Ночь за ночью Эмма наблюдала за спящей девочкой, а луна мягко освещала ее умиротворенное лицо. В эти тихие моменты невысказанный вопрос преследовал Эмму. Шепот в темноте, который никак не хотел умолкать. Это действительно ее Рэйчел? Эмма? Этот вопрос был призраком, неотвязным присутствием, которое витало где-то на краю ее мыслей, ответ на который был недосягаем, загадкой, которую ей отчаянно нужно было разгадать. В своем стремлении к стабильности Эмма предприняла важный шаг и отдала девочку в школу. Она поощряла ее заводить друзей, участвовать в мероприятиях и погружаться в ритм повседневной жизни. Как бы Эмма ни хотела, она не могла полностью избавиться от назойливых вопросов, которые преследовали ее, оставаясь тенями на краю их светлеющего мира. Они разделили драгоценные моменты, которые, казалось, сблизили их больше, чем когда-либо. Совместное чтение под уютным пледом, смех над историями из их жизни и тихие вечерние прогулки стали для них заветными ритуалами. Каждый из этих моментов казался драгоценным камнем, добавленным к мозаике их совместной жизни. Каждый из них был значимым, добавлял красок и тепла в картину их отношений. В конце концов, для Эммы стало невыносимым бремя неизвестности. Она поняла, что больше не может жить в такой неопределенности. Ей нужно было знать, действительно ли эта девушка ее Рэйчел. Это решение давило на нее тяжелым грузом. Смесь страха и отчаяния толкала ее вперед. Это был шаг, который мог либо залечить ее сердце, либо разбить его окончательно. С решимостью, смешанной с тревогой, Эмма тайно организовала тест ДНК. Она сделала это тихо, не желая нарушать хрупкое равновесие в их жизни или тревожить девочку. Когда она отправляла образцы, в ее сердце бушевали надежда и страх. Она не просто хотела узнать правду о личности девочки. Она хотела положить конец годам боли и неуверенности, которые сковали ее сердце. Дни ожидания результатов анализа ДНК тянулись бесконечно, и каждый из них был для Эммы смесью надежды и страха. Она поймала себя на том, что колеблется между моментами осторожного оптимизма и глубокого страха. Ее эмоции раскачивались, как маятник. Каждый телефонный звонок заставлял ее сердце подпрыгивать, и каждый проходящий день без новостей затягивал узел тревоги в ее груди. Это было мучительное ожидание, наполненное тихими молитвами и страхами, о которых шептались шепотом. Когда, наконец, раздался звонок, сердце Эммы забилось так сильно, что у нее перехватило дыхание. Настал момент ответить на вопрос, который навис над ними, на невысказанную тайну, которая определяла их отношения. Сделав глубокий вдох, Эмма начала говорить, готовая распутать запутанную паутину правды и лжи, надежды и реальности. По мере того, как их связь укреплялась, девочка, теперь известная как Саманта, чувствовала себя все более обремененной добротой, которую она получала от Эммы. Тяжесть собственного обмана тяжело давила на нее, в сердце нарастала боль. Она видела любовь и надежду в глазах Эммы, и это усиливало чувство вины за ее молчание. Осознание того, что ей нужно было сделать, правды, которой она должна была поделиться, неотвратимым эхом отдавалось в ее сознании. В момент крайней уязвимости Саманта наконец призналась Эмме.
Слезы текли по ее лицу, когда она призналась, что она не Рэйчел, а бездомная девочка по имени Саманта, которая увидела в отчаянии Эммы шанс на спасение. Когда она произнесла эти слова, ее охватила смесь облегчения и страха. Она выложила всю правду, и теперь все, что ей оставалось, это ждать ответа Эммы. Дрожащим голосом Саманта рассказала свою душераздирающую историю о жизни на улицах, холодных ночах, голоде и постоянном страхе. Она рассказала о том моменте, когда увидела Эмму, о надежде, которая вспыхнула в ней, и о принятом ею решении притворяться, просто чтобы получить шанс на лучшую жизнь. Ее история была соткана из боли и отчаяния, каждое слово – нить, сотканная из желания выжить. Эмма сидела в ошеломленном молчании, ее мир перевернулся с ног на голову. Шок и предательство боролись в ней, пока она пыталась примирить девушку, которую полюбила, с правдой о том, кто она такая. Она посмотрела на Саманту, видя в ней одновременно и ребенка, которого она считала своей дочерью, и незнакомку, которая вошла в ее жизнь. Ее сердце разрывалось от бури эмоций, каждая из которых была острым напоминанием о правде, с которой она столкнулась. Когда первоначальный шок прошел, Эмма начала размышлять о времени, проведенном вместе, о связи, которая между ними установилась. Она подумала об отчаянии Саманты, ее истории выживания, и постепенно гнев начал уступать место пониманию. Прощение пришло не сразу. Это было постепенное оттаивание, решение увидеть за обманом испуганного, уязвимого ребенка. И со временем Эмма нашла в себе силы простить, принять то неожиданное путешествие, которое они разделили. В тишине, наступившей после признания Саманты, Эмма столкнулась с новой реальностью. Она снова оплакивала Рэйчел, и боль была свежей и острой. Но рядом с этим горем была Саманта, девушка, которая неожиданно вошла в ее жизнь и безвозвратно изменила ее. Эмма смотрела в будущее со сложной смесью скорби о том, что было потеряно, и осторожной надежды на то, что должно было произойти. Несмотря на шокирующую правду, связь, которая установилась между ними, оставалась неоспоримой. Эмма осознавала позитивные изменения, которые они привнесли в жизнь друг друга. Саманта вернула в свой дом смех и целеустремленность, а Эмма обеспечила Саманте безопасность и заботу. Это взаимообогащение стало свидетельством прочности их связи, которую нелегко разрушить правдами и откровениями. Раскрыв прошлое, Эмма и Саманта начали строить планы на будущее. Они поговорили о школе, терапии и поддержке, которая им понадобится, чтобы начать новую главу в своей жизни. Это было будущее, которое они встретят вместе, опираясь на заложенный ими фундамент понимания и прощения. Они были полны решимости перевернуть страницу и написать новую историю из фрагментов старой. Вместе Эмма и Саманта начали переосмысливать, что для них значит семья. Это больше не было связано только с кровью или прошлым. Речь шла о любви и заботе, которые они разделяли в настоящем. Они создавали семью другого типа, основанную на выборе, жизнестойкости и понимании того, что семья – это нечто большее, чем просто то, кем ты рожден. Это то, кого ты выбираешь любить и поддерживать. Когда их история подходила к концу, Эмма и Саманта, взявшись за руки, смотрели в будущее с надеждой и решимостью. Они знали, что предстоящий путь будет нелегким, что будут трудности и моменты сомнений, но они также знали, что встретят их вместе, готовые исцелиться, вырасти и построить жизнь, которая, хотя и отличалась от того, что они ожидали, была полна потенциала и многообещающих перспектив.